В начале 1980-х годов в одной из стран Ближнего Востока, в безлюдной части пустыни, власти в сотрудничестве с несколькими крупными компаниями начали массово закапывать бытовой и промышленный мусор. Это был временный полигон, оформленный под проект рекультивации, но на деле туда вывозили все подряд. Пластик, металлический лом, строительные отходы, даже неучтенные электронные компоненты. Место быстро забросили. Сменились ответственные чиновники, документы потеряли юридическую силу, и спустя несколько лет про захоронение забыли. Тысячи тонн мусора остались под песком, где их не трогали ни ветер, ни люди. Прошло 40 лет. В 2025 году спутниковые снимки, анализируемые независимыми экологами, выявили аномалии в одном из районов пустыни. Тепловой след и отражающая способность почвы заметно отличались от соседних участков. Было принято решение отправить туда экспедицию, в том числе из ученых, экологов и журналистов. Когда группа начала раскопки, они наткнулись на слой почти нетронутого мусора. Пластик не разложился, но алюминий и стекло были в идеальном состоянии. Но главное открытие ждало дальше. Среди отходов оказался огромный объем списанных, но невостребованных электронных компонентов 80-х годов, микросхемы, платы, редкие металлы. К тому же в герметичных упаковках. Сотни тонн. Многие из этих элементов содержали редкоземельные металлы, включая палладий, итрий, вольфрам, а также чистый кремний. На фоне глобального дефицита редкоземельных ресурсов, особенно с ростом производства электромобилей и полупроводников, это стало настоящей сенсацией. Специалисты оценили находку как техническое месторождение электроники XX века, идеально сохранившееся благодаря сухому климату и особенностям песчаной почвы. Некоторые компании немедленно начали переговоры о выкупе прав на раскопки. Позже выяснилось, что среди отходов были и экспериментальные прототипы оборудования, списанные заводами в эпоху Холодной войны. Их ценность для историков и коллекционеров оказалась выше рыночной. Один из старых японских прототипов чипа связи, найденный в контейнере, продали на аукционе за $1,2 миллиона. Пустыня, которую некогда использовали как свалку, превратилась в место раскопок и изучения технологической истории человечества. Это послужило толчком к новым дискуссиям об обращении с отходами, ведь оказалось, что то, что считалось мусором, может через десятилетия стать археологическим и стратегическим ресурсом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.